Привет, мои дорогие девочки, мои ведьмочки, сестры мои девочки, ну и мальчики тоже привет, ведьмаки, привет. Мы сейчас с вами будем делать дальше наш ритуал. Это, девочки, четвертый ритуал, которым мы будем делать отливку черными свечами на соль с маком. Вот здесь вот, кстати, я вам сейчас поближе покажу. Это, девочки, соль с маком. И мы вот это у меня такая вот поднос специальный такой для отливок. Он когда у меня уже полностью я проработаю, то я потом его счищаю. Но это сейчас немножко не важно. И мы сейчас с вами будем делать другой ритуал. Так как у нас продолжается убывающая луна, и мы, девочки, делаем вот эти вот ритуалы для того, чтобы почиститься. И сейчас я вам еще быстренько расскажу, что здесь еще и из чего у нас будет состоять этот ритуал. Это будет у нас отливка на соль и мак, на соль и мак, черной свечой. И не просто черной свечой, это, девочки, тоже моя работа. Здесь пчелиный подмор или помор, как его называют. Это такая вот с травами внутри свеча. С какими травами? Ну, тут вы видите, это большая, просто я там не до конца домяла, да? Это чистотел, девочки. Мы будем делать вот на такую вот свечу отливку. Здесь у меня лежат камушки обсидианчик. И я вам еще... Тут лежит сигил святого архангела Михаила. Почему есть ангелы и есть бесы? И против демонов по малому ключу Соломона всегда есть вот такое, скажем, противоядие, да? Мы, если кого-то вызываем, и потом, например, нам надо убрать какие-то свои определенные работы, мы это делаем с помощью архангелов. И в основном я делаю это Михаилом, с помощью архангела Михаила. Почему? Потому что, вот на мой взгляд, например, с кем мне легче всего и хорошо работается, причем ну, они друг другу не мешают, они дополняют, скажем так, вот в работе, в магии. То есть, например, если надо что-то сделать, и я, например, не до конца не могу договориться со строптивым, например, бесом, или, например, у кого-то у меня, например, есть такие моменты, как странности, да, то есть когда я понимаю, что, например, у человека какого-то, которому я там, например, с черной магией что-то делаю, там не до конца все чисто, скажем так, да, или, например, нету времени, скажем, грубо говоря, отпускать какие-то грехи, да, человеку. И для того, чтобы его защитить, и также себя, и в то же время, чтобы не было всяких так обраток, откатов и всякого такого, я работаю тоже с архангелами, и в основном это Гавриил и Михаил. Почему? Может быть, я вам уже объясняла это, но это долго, девочки, чем Михаил отличается от Гавриила, что этот может сделать, что тот может сделать, да, немножко функции у них разные, и это запечатлено в самих их именах, которые переводятся, да, с древнего языка дословно. И дело в том, что когда вот кто увлекается черной магией, кто любит знает демонологию тоже, вы можете сравнить, где какое имя что обозначает. То же самое у Михаэль, да, кто такой, кто есть Бог, да. В общем, такие вот дела. И сигил это тут вот в круге именно находится. Круг это тоже защита. Круг это всегда защита. Это конец ритуала. То есть, когда мы, например, кого-то вызываем, призываем, и это начало ритуала, мы делаем это без круга. В конце мы делаем это с кругом. То есть, это как слово амен, просто оно графически изображено. И амен с таким, с задачей определенной. Вот архангел Михаил у нас сейчас на страже стоит нас от нападения. То есть нападение кого? По соли и по маку мы будем, девочки, убирать некротику, сглазы и колдовство.
Вот именно когда кто-то работает постоянно, больше одного-двух раз, вот постоянно что-то желает, что-то шепчет, что-то делает, тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Вот, когда аж трясется, да, голова у кого-то, морда трясется, это козья, когда на вас что-то делают. То есть вот это именно на соль отливки супер работает для того, чтобы избавиться от повторяющихся чьих-то заговоров, работ каких-то, знаете, ритуалов и все остальное. Причем, даже если вы чистый, добрый, душевный человечек, и вы думаете: "Блин, ну как это на меня там какой-то ритуал может подействовать?" Девочки, он реально не всегда действует. Если на вас даже вы знаете, что на вас кто-то колдует, да, надо тут реально отличать, колдует ли вас, и это идет в вашу жизнь, или на вас колдует, и просто вы это очень хорошо считываете, вы это чувствуете, и где-то просыпается какая-то тревога и страх, идут какие-то знаки, но здесь важно обратить внимание, в жизни, вот, мешает ли вам это. Вы начинаете как-то коммуницировать с другими людьми из-под страха, из-под, скажем так, коряги, которую типа на вас где-то что-то сделали, наслали, и это ваши мысли, вы начинаете тревожиться, да, и кажется, что руки опускаются, да. Или все-таки это действительно прямое магическое воздействие идет, и все-таки они немного отличаются. Как они отличаются, это вот легко реально проверить по тому, чтобы за собой вот понаблюдать, да. То есть действительно ли идет удар. Или вы просто ощущаете, что на вас кто-то это делает, удара этого нету, он вас не пробьет, вашу судьбу, вашу программу, вашу карму никак не изменит, но вы это чувствуете. Это то же самое, как ужастик смотреть. Мы переживаем, но потом, как говорится, это все выключаем, и ничего не происходит. Понимаете? Вот в сравнении с тем, что вы смотрите какой-то ужасный фильм, ужастик. Но когда и кажется, что кто-то ходит там, где-то там кто-то потопал по чердаку там или еще что-нибудь, да. Действительно, вы просто, когда выключаете телевизор, вы понимаете, что вы возвращаетесь в свою реальность, где это просто был какой-то фильм. То же самое с ощущениями тогда, когда на вас колдуют. Но мы сейчас будем от этого избавляться. Но тут у меня еще кое-что есть для вас. Вот такая вот штучка, девочки. Угадайте, что это? Это я купила в одной далекой стране. Это я, девочки, к сожалению, не могу прочитать, потому что венгерский язык для меня это что-то с чем-то. Я вот реально, знаете, мне очень тяжело, когда я в Венгрии, ну, говорить на мадьярском, скажем так, языке. Ну, в общем, это такая штучка интересная, смотрите. Это для отпугивания злых духов. Вот такая штучка. И знаете, где она была? На ком она была? Сейчас покажу. Вот на нем. Это такой вот, девочки, у меня защитник. Он стоит именно в самом верху таком, рожки отражается. И смотрите, рожки и такой немножко нимб. И вот у него в мешочке, это я специально сняла, чтобы вам показать, вот такая вот штучка. Ну и хватит разговоров, давайте с вами пожжем. У нас сегодня убывающая луна, 21 лунный день. Вы когда ориентируетесь, девочки, всегда смотрите на цифры. 21 лунный день, 2 и 1. 2 верховная жрица, 1 это маг. И еще смотрите, в каком знаке. У нас сегодня луна в Скорпионе. Очень хороший кусучий знак. У нас убывающая луна, там видимость только 63%. Ну, если, например, вы можете это увидеть. Луна закатится где-то в 9 часов утра, когда будет, с неба уйдет. И мы сейчас на подморье делаем отливку. Сейчас, в принципе, думать ни о чем не надо, да? Посмотрите, как интересно шариками.
Со свечи идет воск. Вот реально, да? Как шарики свинцовые или ртутные. Просто ни о чем не думайте. Сейчас свеча, вот вы на нее смотрите, и она сейчас сама все схватит с вас. Пчелиный подмор все схватит. Пошла шипучка. Это у нас отливка от сглазов, от постоянного колдовства. Еще вот именно от такого, когда, например, вы что-то хотите делать или планируете, и вы, например, кому-то говорите, или кто-то знает о ваших планах, вот все время повторяет: хоть бы у нее ничего не получилось, чтобы ей не повезло там. Ну, короче, такие вот наговоры. А если кто-то из вас, девочки, думает, что этого не бывает, или вот вам такого могут не желать, но это в основном, знаете, кто? Такие вот подруги, знакомые. Причем, мне знаете, чем завоняло, девочки? На букву «Г» завоняло сейчас. В основном это близкое такое окружение. Иногда первый, иногда второй вот круг, да. Знакомые, коллеги вот прям не хотят, чтобы у вас что-то получалось. И мы сейчас, девочки, с вас это все в 21-й лунный день, когда все заканчивается. Карта мира, 21-й старший аркан еще в Скорпионе. Это отольем. Опа. И затухло. Затухло, девочки. Интересно, вот что вы сейчас в тот момент думали, когда это затухло? Может, что-то вам в голову пришло? Вот вы это запомните. Я сейчас даже вспоминаю, о чем я вот думала, пока я вам это делала, девочки. Но я думала, да, о конкретном даже человеке. Если мне сейчас будут идти какие-то видения, я вам буду говорить. Может, вы что-то узнаете, это будет зацепкой. Во-первых, мне первое, что пошло, девочки, это еще имя как Ксения. Кс. Вижу такие глаза на выкате у человека, который вам, девочки, вот как-то вот вас сглазил, глаза на выкате такие, знаете. Как называется, базедова болезнь вроде бы, да? Это так вот выпученные глаза, и тут выпученки. И этот человек смотрит на вас, вот обычно как выпученные глаза. Шлем какой-то идет еще.
А еще тут что-то такое, знаете, человек, который работает в медицине, но я бы не сказала, что может быть даже и врач. Но кто-то как в медицине работает, но это не белый халат у человека, да, какого-то другого, или синий, или зеленый цвет одежды идет. Но это не тот, кто вас сглазит или колдует, нет. Но почему-то рядом как-то с вами. Какая-то девочки моль у меня полетела. А скажи, Архангел Михаил, скажи свое слово. Через меня передай тому, кто смотрит сейчас эту отливку. Какое-то слово, как синим маркером написано. Вот букв 5 каких-то. Но я, девочки, я его не понимаю, это слово. Синим что-то будет вам написано. Именно синим. Это то, что вам напишет Архангел Михаил. То есть, что высшие силы что-то будут передавать, оно будет синего цвета. Синим написано. Такой ярко-синий цвет, знаете, не голубой, а реально вот просто синий. Бутылка упадет. Ребенок, голос какого-то ребенка слышится тоже. Но это что-то хорошее. А кто колдовал, скажи? Кто колдовал? Колдовал типа что-то та. Короче, либо, знаете, как-то такое имя. Тамара, та. Короче, какие-то повторяющиеся такие. Тамара, Татьяна. Что-то, ну, может быть, не до конца я правильно слышу, девочки, да, но это какие-то такие имена. Уксус какой-то идет, уксус. Причем тут уксус? Причем тут уксус? Уксус на язык. Я сейчас вспоминаю, там было до этого бутылка падает и уксус. А может, еще это кто-то, кто работает в общепите, потому что я вижу, как этот человек открывает, короче, либо шуфлядку, ну, или, знаете, такой вот какое-то что-то открывает, а там много всяких ложек, вилок, ну, короче, очень много. Даже не то, что там дома там несколько штук, да, у всех, а какой-то ложек, вилок много. Как надо брать. Вот это мне идет. И рука перезвязанная, говорит. Была рука перевязанная.
Вроде правая, девочки, потому что, как я вижу, как, ну, вот эта вот рука, что-то и перевязана она была. И что-то какое-то смутное идет, как подслушиваю разговор, типа мальчик в спорте, что-то такое, какой-то дурной разговор вот этого человека. А как оно вас гладило, как оно на вас колдовало? Или что это делало? Мне очень напоминает, как будто вас хотели вот как-то либо споить, либо подпоить, либо чтобы вы алкашом стали, знаете, вот так вот, чтобы вот именно такая энергия идет, как будто вас хотели поить, чтобы вы спились, или чтобы выпили чего-то не того, потому что почему-то такие, знаете, уксус, бутылка, потом этот общепит какой-то, вот ложки, вилки вижу. А этот еще, помните, я говорила, что вроде бы врач, но в синем или в зеленом. И шапочка девочки, знаете, такая есть, как со спанбонда, или вот эти одноразовые, или чепчики, что это? Вот это ясно, я вижу, человека в этом. Пусть тот, кто колдовал на вас, то, что вас глазил, то, что про вас плохое говорил, слова или делал, или желал вам плохого, пусть через эту соль, через этот маг пойдет на него и полетит за этим всем наказанием Архангел Михаил и посмотрит на это все, и будет это справедливо, и по чести все сделано. И вас вижу, это в будущем. И знаете, что вы делаете? Вы как-то поете, либо подпеваете. Вы поете, вижу. Будете что-то петь, подпевать. И вот это будет как-то связано вот это то, что вы будете петь, подпевать, это будет связано с тем, что с вас сойдет. И вы вот чисто механически подпоете, может, вы вспомните эти слова, что мы сейчас делаем, да, либо не вспомните, но вот просто знайте, да. Вы когда будете что-то подпевать, петь. Все, девочки, я разгадала этот ребус. Я думаю, что вот мне просто идут эти знаки, да. Я их не всегда могу расшифровать, поэтому, знаете, говорю, что вижу, скажем так. Подпевать и подпевать. Подпевать и подпевать. Чувствуете, что? Я вам говорила, что хотели, как чтобы вы подпили, а вы подпоете, а не подопьете. Пить и петь. Петь, пить. Вот оно как сойдет. И смотрите, как мы закончим с вами, мои дорогие, этот ритуал. Видите, что у меня здесь? Это, девочки, осинка. От осинки, как осиновый кол. Ну, нам осиновый кол сейчас не надо, да? Осиновый кол это уже ука. И смотрите, как мы завершаем ритуал. Вот этот. Видите, я осинку порвала, надломила. За вас, за нас. Сейчас мы это все утихомирим.
Тоже не надо. И смотрите, раз ложу и два ложу. Крест-накрест. Мы возвращаем. Пейте пить. Вот что, девочки, тут вылезла. Вы можете даже вообще не пить. Вот реально, да, и не хотеть пить и все остальное. Но вот насколько я, например, и с алкашами где-то, я выбираю, с какими алкашами я работаю, потому что это такое, знаете, такой вот грязь на самом деле, да, с алкашами работать, что, ну, только там, например, когда вот от кого-то облегчить, скажем так, можно, но когда вот их выводишь с этого запоя, во-первых, через некоторых через страх, во-вторых, мне хочется руки расчесать так серьезно, да, что мне надо иногда остановиться, мне надо 10 раз подумать, чтобы не втереть алкаша, скажем так, в землю, да, то есть у меня такой какой-то жуткий, вот этот черно-ведьмовской азарт просыпается, потому что, поэтому я, как говорится, выбираю только, ну, не таких многих, но насчет таких алкашей и скажу, у меня есть девочка, которая, ну, она не пила, девочки, да. То есть вот, ну, как всегда, там на праздники, там траливали, ничего такого особенного. И знаете что? Короче, на нее навели. И вот знаете, как она пила, когда на нее было наведенное? Она начала бухать. Просто для того, чтобы заснуть, бухать. Каждый день бутылка вина. То пиво, то вино, то пиво, то вино. Каждый день, понимаете? И потом, когда с нее это сняли, причем, знаете, она это не то, что там пошла просто и сняла, да, причем это она мне сама рассказывала, но мы с ней вот очень долго не общались, э, может лет 15-то точно, да, и вот она говорила, как она выходила, с нее снимали, но она еще и сама делала вот эти вот ритуалы для того, чтобы себя вытащить. И она вытащила. Она не пьет, не курит сейчас, вообще ничего. Не пьет, не курит, как говорится, бабки отшептали. Понимаете? А как на нее вот это нашло? А сейчас у нее и личная жизнь пошла в гору, понимаете? А до этого вроде и мужик был, но у нее, ну, такое, знаешь, у нее засасывало в болото, девочки. Вот наведенное было. Поэтому, мои дорогие, видите, как они хотят, да, хоть как-нибудь да испортить, но тут было пить и петь. Короче, больше пойте, мои дорогие, да. Вот эта вот вибрация пения, вот иногда танцы, вот знаете, индийские танцы, когда это говорящие танцы, ой, во всех народностях, во всех религиях даже, да, есть вот эти вот специальные танцы, например, танец жениха и невесты, там, вот эти вот все специальные танцы, они не просто так. И вас спасет вот от вашей магии. Если вы что-то на себе чувствуете, вдруг, девочки, вы чувствуете, что на вас что-то не то, или вам хочется того, чего вы, в принципе, где-то логически понимаете, что вам это не надо, например, пить, допустим, да, танцуйте. Вам заболела где-то голова, и вы чувствуете, что это от магии. Встали, девочки, включили какую-нибудь свою песню любимую, потанцевали. Можно, знаете, какие песни включаются? Такие вот ритмические, да, чтобы у вас был такой вот ритм. И чем он быстрее, этот ритм, кстати, да, тем быстрее вот этот оно не может, паразит не может в вас сидеть. Вот эта вот программа, которая сводит вас на нет, она не может быть, когда вы в ритмике, в танце. И обратите внимание, почему вот этот фитнес очень популярен, да, танцы какие-то, румбы, шумбы, шмамбы и все такое. Ведьмы танцуют голые на поляне, да, на шабаше. Почему? Я, девочки, тоже так. Это вот просто такая вот чистка, когда на вас не может сесть это. А тут, девочки, идет вот сейчас, да, э, 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 пойте, пойте, мои дорогие. Я пою. Там и сопрано, девочки. У меня ж тоже, знаете, когда-то был давным-давно, 1000 лет назад хор, да, пела в хоре я, а сейчас не пою, девочки. В общем, короче,
пойте, и вот как только вам будет где-то плохо, вы попоете, а потом напишите мне комментарий, стало вам лучше или не стало, девочки. Я вам 1000% скажу, что от того, что вы попоете, вот даже посмотрели этот ритуал, возьмите в наушниках там или просто где-нибудь по какой-нибудь караоке, на телефоне, там на ютубе, где угодно, спойте какой-нибудь караоке, песню, станцуйте, спойте, и вы просто офигеете, насколько у вас вот эта вот энергия вверх поднимется. А как, например, после фитнеса, да, у девочек, как тела становятся лучше, да, талия, песочные часы, все так хорошо становится в организме. Вот организм приходит в себя, в свое нормальное, идеальное состояние. Так что тут вы вот, в конце этого ритуала можете петь, можете не петь, но я вам советую попеть, но фишка в том, что вы все равно споете. И когда вы споете вот эти вот свои песенки, и вдруг ни с того ни с сего, да, запоете где-то в машине или кто-то будет петь, и вы будете подпевать, просто обратите внимание, какие слова вы поете. Это архангел Михаил покажет вам, от чего вы избавились. Вот и все, мои дорогие. Все, котики, люблю вас, целую, обнимаю. Пусть у вас все будет хорошо, и пусть прибудет с вами сила. Пока-пока.